Здесь недолго, метров 500, не доехал. Всем привет! Это Extreme Bull Rocket. А это Анатолич, который прямо сейчас будет устанавливать рекорд на этом моноколесе по дальности пробега. И для того, чтобы установить этот рекорд, я сделал все, что от меня зависело. Я выбрал теплый, безветренный день. Сегодня 25 градусов уже, прогреет нам до 27, до 28. Я накачал покрышку до 3 атмосфер. И даже для того, чтобы проехать дальше, я похудел на 5 килограмм. Но наш занудный редактор сказал, что это все не работает. И вручил мне вот этот рюкзак, в который мне всунул, да, 2 полторашки с водой, для того, чтобы вернуть мой вес и унифицировать тест. Короче, ляса точить мне некогда, завожу шарманку и поехали рекорды ставить. Ну и давайте буквально пару слов я скажу о том, чем же я тут буду заниматься. Я буду выкатывать Extreme Bull Rocket на скорости 25 км в час. Здесь ничего нового, много колес прошли уже этот тест Анатолича. Сейчас настала пора и этого моноколеса. Но помимо теста дальности, я еще буду делиться своими впечатлениями от поездки на данном моноколесе. И вот я только-только тронулся, но уже сразу столкнулся с первой проблемой. Рассмотреть показания спидометра на этом моноколесе на солнце, да практически совсем невозможно. Я вообще не понимаю, сколько он показывает. И на самом деле, когда я сказал, что это первая проблема, нет, не первая. И эти проблемы начались еще на этапе зарядки моноколеса. Все дело в том, что оно вроде бы заряжается до 168 вольт, но буквально проходит некоторое время, и оно спускается до 166. То есть каждого элемента сдувается где-то по 10-15 вольта. Вроде бы небольшое напряжение, но все равно как-то неприятненько. А возможных причин я лично здесь вижу 2. Либо это какой-то косяк Smart BMS, что вполне возможно и даже ожидаемо. Либо, может быть, инженеры делают это специально для того, чтобы, если ты поехал с горки, у тебя колесо не перезарядилось, хотя как это поможет. Либо для того, чтобы оно хранилось дольше и как-то немножко уберечь элементы от деградации. Ну, в общем, какую-то ерунду я придумать могу, но больше похоже на первый случай. Ладно, это не важно, едем дальше. На общем пробеге это, соответственно, почти не скажется, и такая проблема, я так понял, по опросам, ну, у многих владельцев, а может быть, у всех. Ну и давайте буквально пару слов про условия прохождения этого теста Анатолича. С учетом того, что здесь примерно такой же аккумулятор, как и на InMotion V11, ну то есть 1500 ватт-часов, я имею в виду по емкости. Просто здесь 2 параллели, там 4, но количество элементов одинаковое. Но элементы здесь более и более серьезные, вес у моноколес тоже примерно одинаковый. Так что я буду требовать примерно такое же расстояние. InMotion V11 с деградировавшими немножко уже элементами прошел 98, и калькулятор на сайте uker.ru прогнозирует 90, а рассчитывает пробег он очень неплохо. В общем, если это моноколесо не пройдет хотя бы 90 километров, буду считать, что тест не пройден. И вот я традиционно хотел сравнить показания GPS с родным приложением, но смотрите. Родное приложение потеряло моноколесо, колесо пропикало, и больше я колесо просто не могу найти. Надо же. А вот и моя первая остановочка, первый рубеж, проехала 10 километров, и напряжение просело, ну, примерно на 5 вольт. Напомню, я начал с напряжения 166 вольт, а сейчас чуть меньше 161. И, возможно, кому-то покажется, что это многовато, но на первых километрах, как правило, вольты тают быстро. Так что будем смотреть, что будет дальше. Едем! Ну и давайте сразу, так сказать, не отходя от кассы, ощущение от того, как едет это моноколесо. А едет оно прикольно. Ну, не могу описать это в каких-то деталях, но ощущения прикольные. А вот и первая двадцаточка. И напряжение у нас 158,7 вольта. То есть мы потеряли всего лишь 2 вольта. Для такого напряжения, ну то есть для аккумуляторной батареи в 168 вольт, это прям, ну, очень хороший показатель. Так что, в принципе, это очень серьезная заявка на успешный результат. Ну а я время терять не буду. Еду дальше, чуть позже сделаем остановочку и расскажу про это моноколесо.
И первое ощущение о комфорте езды на данном моноколесе. Когда на него встаешь, в принципе, нареканий особых нет. Ну, моноколесо. Не сильно высокий корпус, достаточно широкий, но стоять удобно. Ну, вот сейчас я проехал 20-25 километров, и со своими пухлыми икрами я начинаю испытывать дискомфорт. Все дело в том, что верхушка этого корпуса впивается в эти икры. Я еду равномерно, прямолинейно, еду вот эти вот 25 километров в час, и я, честно говоря, начал испытывать боль в икрах. И мне это нифига не нравится. Все почему? Потому что верхушка колеса достаточно широкая. Как вариант, можно расставлять ноги шире, я имею в виду самые стопы шире на педалях. Но это не мой вариант, и мне так не нравится. Кстати, где-то на 20-25 километрах я не уследил, потому что на солнце индикатора вообще не видно. У меня пропало 5-е деление, то есть осталось 4 деления из 5. В принципе, это похоже на правду. И вот когда моноколеса реально отображают оставшийся заряд, я считаю, что это достойно уважения. Спасибо, кстати, нашей администрации. Сделали прикольную дополнительную дорожку вдоль гребного канала, чтобы выкатывать колеса абсолютно горизонтальная, абсолютно ровная. Нам подходит, буду кататься теперь еще и здесь. «37 километров позади». Осталось 151,2 вольта, символичное напряжение. И при этом напряжении пропадает 2-е деление. То есть у меня теперь осталось только 3 деления заряда аккумулятора. Ну, в принципе, вполне ожидаемо, порядка 40 километров почти мы проехали. А вот и рубеж 40 километров. 40 километров я проехал. Напряжение сейчас 150 вольт ровно. Много ли это или мало, я не знаю, сказать трудно. Честно говоря, примерно так, как, наверное, ожидалось. Ну, может быть, чуть-чуть меньше. По всем ощущениям, многие, естественно, начали затекать педали, потому что не стоят жесткие. Подвеска, я бы не сказал, что подвеска отрабатывает все мелкие кочки. Не сказал бы, что она работает прямо очень-очень хорошо. То когда ты ее просто испытываешь прыжками, то вроде бы работает нормально. Да, подкусывает, но в принципе нормально. И ход вроде бы как будто приличный. Но буквально ты когда съезжаешь на газон, у меня лично полное ощущение без подвеса. Я даже струхнул, когда я съехал на газон, потому что у меня было ощущение, что она просто отсутствует. Но справедливости ради надо учитывать, что сейчас я еду на 3 атмосферах, качать эту покрышку до 3 атмосфер. Ну, это дело какое-то, честно говоря, достаточно абсурдное. И, конечно, это тоже сказывается. И еще надо учитывать, что тут самый маленький диаметр обода, который я только встречал на моноколесах. Да и работа самой подвески, по ощущениям, даже новой, уступает липеркимовским. И вот вся эта совокупность факторов, видимо, и дает такой эффект. Ведь каких-то существенных нареканий у меня к этой подвеске нет. Сейчас, наверное, хотел бы пару слов про вот эти 168 вольт. 168 вольт, 40 ячеек последовательно и 2 параллели. В целом эта идея очень-очень хорошая. Претензий нет, тем более элементы высокотоковые. Здесь стоят 50S, если не ошибаюсь. А я наверняка не ошибаюсь. Поэтому 2 параллелей при таком напряжении должно быть более чем достаточно. Но, тем не менее, колесо получилось 32 килограмма при аккумуляторной батарее 1440 ватт-часов. Хотя производитель подбирает и заявляет немного больше. Он заявляет 1,5. Честно говоря, для колеса 1440, 32 килограмма могло быть нормальным, но не для диска в 10 дюймов. То есть это маленькое колесо, маленькое компактное колесо, которое весит для его параметров, на мой взгляд, дофига. И вот мы получаем достаточно серьезный вес при относительно компактном корпусе. Компактный корпус, несомненно, несет свои плюсы. Но здесь без минусов также не обошлось. Вот я сейчас уже, честно говоря, проехал 40 километров. Я подзадолбался. Ноги подзатекли. Я хочу просто сесть и поехать сидя. Но он настолько низкий, что мне прям стыдно, что вдруг меня на этом моноколесе сидячего кто-то увидит.
И вот здесь, пока никого нет, можно попробовать. О, поехать сидя. Какой кошмар! О, это очень странное ощущение. Все, уже люди идут. Неловко даже как-то, ну его нафиг. Больше я так делать на этом колесе не буду. «142,7 вольта». Довольно шустро начало напряжение падать. И вот на этом напряжении остается лишь 2 деления. Едем дальше, посмотрим, сколько осилит проехать это моноколесо. Пока что все в рамках предсказуемого и ожидаемого. Справедливости ради должен сказать, что это не первый раз, когда я езжу на Extreme Bull Rocket. Второй раз, если быть точным. Первый раз мы встретились с Пашей вечером, я просто взял его, ну так, погонял, пощупал подвеску. Мне вообще прям очень все понравилось. Все понравилось, кроме покрышки, о которой я расскажу позже. Когда я сегодня встал на это колесо, поехал, мне тоже, в принципе, было нормально, но вот я езжу сегодня весь день, и, честно говоря, вот по моим ощущениям, мне это колесо нравится, ну вот по ощущению в ногах все меньше и меньше. Ну и буквально пару слов про мою усталость. Многие говорят, что ой, там замучаешься 25, выкатывать сложно и так далее. И вот мы когда ездим с Серегой в путешествие, кстати, если не смотрели про путешествия, загляните в телегу, посмотрите в блог Анатолича, посмотрите, что там интересного. Могу сказать, что мы там каждый день вставали в 6-7 утра и ехали до вечера. И иногда я Серегу отпускал вперед, потом догонял, а иногда мы ехали вместе. Вот там, да, там можно подустать, но там столько эмоций, впечатлений. А здесь я целыми днями сейчас сижу, занимаюсь своей работой, сижу за компьютером, что-то монтирую, что-то пишу, составляю какие-то графики, проекты. Хрен пойми чего. А тут целый день провести на свежем воздухе. Че, прикалываетесь? Это же офигенно. Ну чё же, 60 километров позади. Сделаю небольшую паузу и чуть-чуть повещаю на тему покрышки и, наверное, общего удобства использования данного моноколеса. Что касается покрышки, здесь стоит широченная покрышка. Аналог такой покрышки, наверное, на моноколесах я встречал лишь на Z10. Если кто помнит, было такое колесо, которое называлось «Злом». Ее особенность в том, что ее округлость весьма-весьма скромная. И, соответственно, наклоном моноколеса, как это, собственно, делается в большинстве моноколес, это колесо не особо поворачивается. Ну, по крайней мере, на более-менее приличной скорости. На мелких там еще это может происходить. Соответственно, мы получаем вот этот эффект зла, или гироскопический эффект, многие его называют. Но, по сути, он выражен именно слабой округлостью покрышки. Тем не менее, в принципе, ездить на ней кайфово. Ну, а прежде чем постараться повернуться на приличной скорости, для тех, кто никогда не ездил на таких покрышках, стоит немножечко все-таки потренироваться. Ну, а что касается техники поворотов для новичков, то по этому вопросу я сделаю целое отдельное видео. Оно подойдет для новичков, подойдет для начинающих. Да и, в принципе, возможно, будет даже интересно и юкерам со средним опытом. И я там изложил все техники поворота, которые я когда-либо встречал для управления моноколесом, и выбрал ту, которую я посчитал оптимальной. И даже рассказал, почему. Короче, заглядывайте, смотрите. Что касается конкретно этой покрышки, то, к сожалению, мой тест дальности, сколько бы я ни проехал, 100, 200, 500 или 100 миллионов тысяч километров, он никак не дает мне возможность прощупать эту покрышку. Почему? Потому что я иду плюс-минус равномерно прямолинейно, максимум я разворачиваюсь, и я стараюсь свой тест не нарушать, резко не ускоряюсь, сильно не виляю, в общем, берегу заряд аккумулятора насколько можно. Поэтому для того, чтобы рассказать про эту покрышку, нужен отдельный обзор. А его делать на это колесо я, скорее всего, не буду, но только если очень совсем упросит. И прежде чем я поеду дальше, наверное, хотелось бы выразить огромную благодарность Паше за то, что он мне это моноколесо дал. Он еще его только заказал, оно ему еще не пришло. Он сказал, как придет, в любой момент приезжай, забирай, насколько надо, все, что хочешь.
Вот, соответственно, он его вчера заряжал. Он тут тоже немножко поразбирался с вольтажом. Почему оно не заряжается до 168 вольт, точнее заряжается, но не держит. Ну, по крайней мере, все выводы, которые были, я в начале видео сказал. Все, некогда мне рассиживаться. Поехал я, впереди еще километров 40. Ну и давайте, раз уж я начал говорить про удобство езды на этом моноколесе, то пару слов про высоту педалей. Меня предупреждали неоднократно, что педали здесь очень высокие, ездить неудобно. Они действительно высокие, и очень жалко, что несмотря на то, что они регулируются, их нельзя опустить ниже. Но в принципе, вот так вот по городу, вот так вот равномерно, прямолинейно по прямой, как я езжу, ездить можно. Что касается конкретно этого моноколеса, то Паша уже сказал, что он точно будет понижать педали. Для этого ему придется конструктивно там что-то внести, какие-то изменения, купить какие-то понижайки, что-то установить, что-то сделать. Я не знаю. Ну и кроме того, будет менять покрышку. Кстати, покрышку я бы тоже такую, честно говоря, себе на каждый день не хотел. Есть люди, которые прутся от эффекта зла, есть люди, которым вообще это нравится, есть люди, которые считают, что моноколесо так и должно себя вести, но мне это не особо подходит. Ну, мне это не заставляет никакого удовольствия. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что маневренность данного моноколеса на низких скоростях никаких вопросов не вызывает. Даже начинающий юкер может развернуться на этом моноколесе практически на месте. Короче, как Паша понизит педали, как Паша поменяет покрышку на более, скажем так, юркую, на более привычную обычную покрышку, я обязательно возьму это моноколесо на тест и немножко погоняю, скажу свои впечатления. Вполне возможно, что сделаю это только в телеграм-канале, потому что отдельный выпуск по этому моноколесу я делать больше не планирую. А вот тут у нас вдруг случился нежданчик. 136 вольт, 65 километров, и у меня осталось одно деление. Одно деление, ё-моё. Едем дальше. Что касается динамики и максимальной скорости, ничего я про это моноколесо толком рассказать не могу. Про динамику могу сказать, что я немножко ее потестировал буквально пару дней назад, когда вечером Паша мне дал немножко прокатиться это колесо. Я не скажу, что это колесо зажигалка. Да, едет, да, нормально, да, без претензий. Ну, такого, чтобы был какой-то драйв, или был какой-то огонек, или вот прям хотелось на нем топить, гонять, мчаться, такого нету. Что касается максимальной скорости, то об этом я вообще буду рассказывать когда-то потом. Но ждать комфорта или удобства на 10-дюймовом моноколесе, я имею в виду 10-дюймовый обод колеса, ребят, наверное, нет. Ну и чего, не проехал я и 80 километров. Все, начало мигать последнее деление. Напряжение 126 вольт, что означает примерно 3 целых, если не ошибаюсь, где-то и 15 сотых, да, и на ячейку. Вон он же пищит и мигает последнее деление. Я не проехал даже 80, ё-моё! Как видите, я экипировался. Все почему? Потому что моноколесо начало пищать. И начало оно пищать на 124 вольтах. То есть это где-то 3,1 вольта на ячейку. Уже пошли писки. В принципе, 3 вольта мне казалось еще безопасным напряжением. А на 50 тестах вообще проблем быть не должно. Но, тем не менее, ехать я нормально не могу. На скольки километрах в час это моноколесо начинает сдирать педаль, я не знаю. Потому что 25 оно мне ехать позволяет. И не отрубается, и педаль не сдирает. Ну, раз позволяет, значит, еду, чё? Вон сейчас группа поддержки за мной сейчас едет и говорит: Анатолий, говорит, ты как бомба, едешь и пищишь. Того, гляди, то ли навернешь, то ли рванешь. Да я сам не знаю, чем это закончится. Поэтому шлем и даже наколенники, фигли. Это, собственно, и есть Паша. Паша собрал Бигот Т4 на веске. Да? Ну и что ты можешь про него рассказать? Смысл был собирать Т4 на веске? Конечно, есть смысл собирать. Особенно если тебе очень хочется узнать, как работают моноколеса, как работают контроллеры. И у тебя есть очень много свободного времени. Сколько у тебя времени ушло, чтобы собрать Т4 на веске? Ну, собрать, наверное, недельку. А во всем разбираться, что, куда, как, потихонечку в течение пары лет. Пару лет. Понятно. Как слышите, короче, моноколесо у меня пищит изо всех сил уже.
Напряжение пока что больше 3 вольт на ячейку, поэтому я смело двигаюсь. Он Паша, группа поддержки. Вполне очевидно, что наша поездка подходит к концу вот в этот самый неожиданный момент. Неожиданный, потому что мы проехали всего 80 километров, и осталось немного. Ну и возникает естественный вопрос, а что хорошего в этом моноколесе? Порт зарядки расположен настолько удобно, что просто ай-яй-яй-яй-яй. Ну это прям действительно прикольно. Вот. И, наверное, не знаю, что еще. Вот фара выглядит хорошо. Ну, она смотрится хорошо, регулируется нормально. На крыле вот есть эмблема. Ну, как бы все. Вот это я не могу сказать, что вот это вот хорошо или что вот это так должно быть. Это вот выглядит так, как будто ее делали в последний момент и никак не придумали, как ее приделать, кроме как липучка, которую как бы вот ты сажаешь, она примерно куда-то там сядет. Ну, я не знаю, вот эти винты. Ну, я даже не знаю, надо это комментировать, нет. Даже в «Жигулях» в 80-м году такого уже себе не позволяли. Вот, все это наружу, все это видно, все это довольно смотрится как-то. Ну, никак. Конкретно Паша недоволен, на что он больше всего сетовал, на то, что вот эти вот все лампочки спереди, они горят красным светом. Я искренне верю, что, может быть, через приложение можно перекрасить, но в приложении там вообще не пойми, что происходит. Ну вот они спереди красные. Ну нахрена спереди красный свет? Ну это вводит в заблуждение водителей, если ты едешь по проезжей части. Нет, я не знаю, чему здесь порадоваться, что здесь еще хорошего. Ну педали, я сказал, здесь хорошие, компактный. Относительно, при этом фор-фактор, нехороший. Пищит его постоянно, не дает жизнь спокойной. Я не знаю, ребят, я просто не знаю. Не, ребят, все. Там история такая, что как только у тебя где-то 121-122 вольта, он начинает плавненько поднимать педали. Так же, как делал Falcon. Это прям очень круто, это мне очень понравилось, это прям тема, это прям правильно. Моноколеса так должны делать. То есть на нем мало того, что он пищит, он еще чуть-чуть подзадавал педали, и ехать на нем быстро не хочется. Но как только он достигает 120 вольт, а он сейчас достиг 120 вольт, то есть это 3 вольта на ячейку. Все, подъем педалей, будь добр, сходи. И сейчас вот оно стоит у меня с поднятыми педалями, и опускать их не собирается. Я сейчас традиционно выключу это моноколесо и включу его заново для того, чтобы убедиться, что все, больше он ехать не хочет. И, видимо, после этого пойду до машины пешком и буду подводить итоги. Традиционно задрал педали, я его выключил, включил, он поднакопил 1 вольтик. И мы сейчас едем, докатываем последние километры. Напоминаю, что все колеса я выкатываю, так сказать, до талого. То есть пока оно прям, совсем не откажется ехать дальше. Без подъема педалей. Вот сейчас он опять начинает плавненько меня педальками оттормаживать. Ну и все, плавно задрал педали. И как видите, больше он их опускать, скорее всего, не будет. И ничего с этим не поделать. У него и так низкая ручка. А если он сдирает педали, она становится еще ниже. Его нельзя взять вот так вот 2 пальчиками и повести. Не получается, он тяжелый. Его приходится брать нормально и идти вот таким вот образом. Зараза, я сейчас вот так вот буду катить до машины. Представляете, как мне стрёмно. Унижение, на меня все самокатчики смотрят сейчас. Ё-моё! Ну его нафиг. Мне проще так. Здесь недолго, 500 метров, не доехал. Я не ожидал, что он сядет так быстро. Что ж сделаешь? Сейчас донесем. Все, замучил он пищать, никак это не выключишь. Ручка. Отдельная тема с этой ручкой. Поехали, давайте подводить итоги. И давайте немножко расскажу об этом моноколесе, что я успел узнать за 6 часов, пока на нем катался. Наверное, порядка 6 часов я выкатывал 80 километров. Средняя скорость у меня получилась, наверное, около 20-ки. То есть я ехал меньше 25. И за все это время, подводя итоги, могу сказать, что он прошел всего лишь 82,5 километра. И давайте сразу его к чем-то оправдаем. А чем мы его оправдаем? Да я, честно говоря, представления не имею, чем его оправдать. Сликовая покрышка. 3 атмосферы для такой покрышки, но очень много, прям очень. Мотор до сих пор теплый. Пока я ездил, он был нормально теплый, сейчас он до сих пор теплый. Нет, не такой, как на V14, но мотор греется на такой скорости у такого моноколеса. И это дофига. Сделаем так.
InMotion V11 с такой же батарейкой, ну, примерно по объему, там такое же количество элементов, причем элементы там хуже. Он прошел 100, вот этот прошел 82,5. Ну, я не знаю, масса не очень большая, 32 килограмма, ну, 32. Ну, то есть это не 40, как у Линкса, да. Короче, я не могу ничем оправдать. Теперь давайте быстренько про это моноколесо пробежимся. Фару я не тестировал, я с ней проехал, она вроде светит нормально, проехал вечером. Сейчас днем я с ней не катался, поэтому ее обсуждать не буду. Педальки нормальные, педальки известные, проверенные. Неплохие педальки, шипы работают, все с ними прекрасно. Подушки, понятно, в комплекте, видимо, не идут, то есть можно установить любые, поэтому про них тоже говорить не буду. Кстати, здесь офигенное оформление. Видите, какое офигенное оформление. Это сейчас очень модный стиль, называется хаотичный неомодерн. Его мы сейчас не трогаем и двигаемся дальше. Ручка, ну блин, ну ручка это трындец. Это просто отдельная тема. С одной стороны фрезерованная, офигенная ручка, нормально покрашена, тонадирована, все дела, наверное. Короче, вроде как бы все бы ничего. Но ее явно брали с другого колеса, поэтому она торчит вот здесь вот, что нифига неудобно. Ты его периодически сдеваешь, она вот так вылазит, и ты едешь с такой ручкой. У меня это постоянно. Наверное, если привыкнуть к тому, что она поднимается и не сдевать, то в принципе, наверное, можно и пользоваться, ну нет. Ну вот это просто сразу видно конструктивно, прям колхоз колхозом. Хуже всего, она по высоте, такой высоты, сейчас я его включу, он опять пищать начнет. Ну не надо пищать. Вот, я сейчас пальчиком дотягиваюсь, но если мне хочется взять, я не могу ее взять с моим ростом. А если выпрямлюсь, то даже и пальчиками с трудом. Вот. И если я дотягиваюсь, мне приходится сходить вот так вот. А если я еще немножко с горки спускаюсь, то я буду вообще вот так с ним идти. И это просто, мне прям вообще никак. Вот это все, что они придумывают, нахрена. Выглядит как бантик. Бантик на девочке, видите? Вот это моноколесо, которое стоит 150 тысяч, а это вот херовина, которая торчит. Рука, пальцы не вылазит. Ладно, хер с ней, с ручкой. А, да, нет, вот здесь вот. Где оператор, сними, пожалуйста, вот здесь вот. Это отдельная тема. Вот эта фигня, вот эта вот фигня. Вот здесь, по идее, надо этот рычажок, вот этот рычажок потянуть вверх. Но я его подеть никак не могу. То есть его надо как-то оттуда выковырять. Во-во, он выковырялся. И после того, как он выковырялся, его можно подеть, и тогда эту ручку опустишь. Значит, если вдруг он туда упал, и ты его никак не можешь подеть, особенно в темноте мы ковырялись, то ты, ну, я не знаю как, но это прям очень, прям ужасно, это прям неудобно, это стрёмно сделано, это прям сделано стрёмно, это с точки зрения все металлическое, пружинки, все дела, вот оно все сделано, но это пользоваться вообще крайне неудобно. То есть эта ручка просто не отсюда, она сюда не подходит, ни по высоте, ни по длине вообще, короче, никак, ну, прям ужасно. Теперь смотрите, значит, порт зарядки, ах, ну, вот это вот мне прям напоминает Советский Союз, узнаете? Вот, шестигранные гайки, вот такие вот, да, колпачки, которые, наверное, скорее всего, от солнца скоро высохнет, оторвется, потеряется где-нибудь, надо будет искать новые. Здесь приятного стоит 2 рубля, наверное, а может быть все 5 или 10 рублей, но, в общем, он вообще недорогой. Ну, вот как бы, вот, да, я не знаю, но это прям не очень. Передние кнопки. Какая за что отвечает, никто ни хера не поймет. Я, правда, запомнил, что правый, по-моему, оно выключается, чтобы оно не пищало. Кстати, давно пора было это сделать. Вот. Левая, по-моему, если 2 раза нажать, блокировка. И правый еще можно фонарь врубать. Короче, вся эта история очень стрёмная. Вот. Сами кнопки тоже, честно говоря, ну, на мой взгляд, они прям, это не солидно. Это не уровень моноколеса, это не уровень изделия за 100 тысяч там с лишним рублей. Брызговик трогать не буду. Здесь все как бы более-менее понятно. Скорее всего, грязь здесь летит. Будь здоров, да, тут как бы и видно, что оно все летит. На подставку. Из-за того, что здесь попытались поставить какие-то прорезиненные ножки, он стоит, ну, прям вообще шатко стоит. То есть, если у вас хоть небольшой уклончик есть, прям хоть небольшой уклончик есть даже на плитке, он просто падает, вот, он просто падает, ну, только в путь. Нафига здесь было делать вот эти вот резиновые, ну, мне и на таком маленьком расстоянии, мне вообще непонятно. Даже понятно будет, что это не особо устойчиво. Короче, я не могу пока целиком осознать, вот как вот об этом можно мечтать. А мечтающих было много. Мне лично непонятно. Я понимаю, что есть фанаты Бигода, и, пожалуйста, и, ну, только в путь. Я понимаю, что многие фанаты Бигода хотели вот это колесо. Но что здесь хотеть? Ладно, фиг с ним. Давайте от этого отойдем. И сейчас попробуем подвести просто итоги. Для кого нужно вот это моноколесо? Подойдет ли он для обучения? Наверное, подойдет. Но стоит ли его покупать в качестве первого? Ребят, я реально боюсь, что если человек отдаст вот это за такое вот устройство 150 нам, или сколько оно стоит, наверное, порядка 150 тысяч рублей, потом увидит вот эти вот кнопочки, вот это все, вот с этим всем намучится, он решит, что моноколесо штука крайне неудобная, которая нафиг просто не нужна. Ну, просто не нужна в жизни, потому что это неудобно. Он пойдет и купит себе обратно электросамокат, скажет, что это лучше работает. Я не удивлюсь, потому что серьезно, но здесь, ну, прям все сделано не очень для первого колеса. Подойдет ли оно для того, чтобы где-то там пулять по лесам,
по всяким горкам, всякие вот эти вот оффроды, все. Мне кажется, тоже не особо. Ну, во-первых, и диаметр как-то маловат, возможно, для этого. Ладно, фиг с ним, здесь я, может быть, не профессионал, может быть, даже десятка, кому-то зайдет больше. Базара ноль. Да, покрышку поменять на больше оффродную и так далее. Но у меня нет ощущения, что это зажигалка, которая пуляет. Когда вот мы с Пашей проехали, я попробовал, да, он едет, проблем нет, но он не пуляет. То есть, нету в нем огня, нету в нем подрыва в начале. Значит, где-то там на 30-ке на нем действительно прикольно. На 30-ке ускоряешься, едет, в начале не пуляет. Подойдет ли он для скоростей, кстати, у него раскрут там что-то 100, не 100 ли 40. Если не ошибаюсь, надо проверить. Я сейчас уже даже, пускай, предположим, 100-140. Подойдет ли он для, не знаю, для трассы, для высоких скоростей? Нет, не подойдет, потому что 10-го обода там недостаточно. Для больших скоростей лучше более массивное тяжелое колесо на 14-м диске. Можно на 16-м диске, да, сейчас там Oryx выходит, пожалуйста. Но для больших скоростей, нет, это небезопасно. Любая ямка, да, и вот этим колесом вы просто в нее войдете. Если прозеваете. Любая кочка, все равно 10-й диск отрабатывает хуже. Не подходит он для больших скоростей. Для чего он подходит, я, честно говоря, так и не понял. Как некоторый универсал для тех, кто любит марку Bigot и, несмотря ни на что, готов покупать именно Bigot или Extreme Bull, да. Вот это, наверное, единственная опция, которую я могу здесь предложить. Поэтому пока что у меня впечатление такое. На днях я беру Nosfet Aero, буду сравнивать их между собой, потому что они в каком-то смысле конкуренты, в каком-то, несмотря на то, что здесь чуть побольше батарейка, несмотря на то, что этот аппарат чуть-чуть потяжелее, как чуть-чуть, на 7 килограмм. То есть вот Patton S вместо него весит на 4 килограмма больше. То есть они примерно одинаковые. Потому что, 32 и 36 это рядом. А 25 и 32, извините меня, это уже не рядом. Поэтому буду брать Nosfet Aero, буду тестировать его. А это моноколесо я возвращаю Паше. Паша, еще раз огромное спасибо, что ты мне его предложил, что ты мне дал. Для меня был это очень интересный опыт. Но, к сожалению, я пока не знаю, кому такое моноколесо я бы лично мог порекомендовать. И прошло оно, как я уже сказал. Да. Ладно, все, собираем вещи, поехали домой. Там история такая, что как только у тебя где-то 121-122 вольта, он начинает плавненько поднимать педали. Так же, как делал Falcon. Это прям очень круто, это мне очень понравилось. Как вы думаете, Bigot взорвется или нет? Пищит так, будто сейчас рванет.